Всем привет! С вами снова психологический портрет Team Spirit. Сегодня мы пообщаемся с Леней. Привет, Лень, Сань. спасибо, что пришел. Лень, с чего хочу начать? Мы сейчас топ-1 ХЛТВ, собственно, да, о чем мы с тобой уже пообщались. Ключевой вопрос. Как тебе тут? Никак, Сань. Это же ничего не дает. Во-первых, этот рейтинг не так решает, как другой рейтинг для меня. Потому что, зарплату там по другому рейтингу получаю. Типа, мне без разницы на ХЛТ рейтинг. И если там лучший, не лучший. Возможно, типа как ачив. Я никогда в жизни не был первым там. Но психологически никак не решает. Потому что, а что ты побыл первым, потом второй, первый, второй, там, пятый, опять первый, какая разница? Хотя бы первый раз вот стать первым. Нет вот чего-то такого, что там устроить вечеринку, там позвать друзей, там все дела. Не, когда это произошло, я вообще не об этом думал. Я думал, что я в Курган приеду скоро. Мне не важно было вообще. Мы первые или там даже турик выиграли. Я типа такой, все, у меня отпуск. Я уже в отпуске одной ногой, типа, мне без разницы. А ты упомянул про другой рейтинг. А что за рейтинг, собственно, и почему ты считаешь его более важным? Это ESL рейтинг. Я думаю, он более важный, потому что он более длительный и больше времени находишься в топе там, чем нежели на ХЛТВ. На ХЛТВ ты можешь постоянно туда-сюда прыгать. И еще пока не уверен точно, потому что это, наверное, первый год в моей карьере, когда мы играем на тир-1, прям плотно тир-1. И из-за того, что у нас не было ESL, мы на ХЛТВ после мажора и прочего там туда-сюда прыгали там до каких-то мест, а в ESL более-менее стабильнее держались дольше. Вот, и я не знаю, если мы будем... У нас сейчас, в принципе, полгода будет много турниров, и посмотрим, как все результаты, какие там рейтинги будут, посмотрим. Я пока еще не был на этом, так сказать, пути, не знаю, что там будет. Собственно, как раз мой был следующий вопрос вот по поводу твоего пути. Я, когда готовился к нашему с тобой интервью, там, посмотрел какие-то прошлые интервью, и там, знаешь, заголовки серии там 6 лет без там топовых турниров, там потом 8 лет без топовых турниров. Вот, насколько я понимаю, вот этот год, он для тебя действительно такой вот по достижениям, наилучший, да, наивысший. Все верно, Сэм. Собственно, вопрос у меня скорее по вот как раз-таки качеству твоего пути. Как ты считаешь, за счет чего вот ты пришел к тому, вот где ты находишься сейчас? Я думаю, в первую очередь за счет того, что у нас крутая организация, которая нашла нереальных талантов молодых. И к этим талантам пришел один из, наверное, двух лучших снайперов мира вообще в данный момент, который нереально нас бустанул. Все это стартнулось, у нас есть система своя, которая построена на Серегином видении. И молодые раскрылись, плюс Диман очень правильно сделал все то, что он доверился Сереге. У них там были большие разговоры во время переговоров его, и Диман, доверился, сказал, давайте я буду играть, как вы, но там потом рассказывать буду, как я думаю. И все это стакнулось. Я думаю, из-за этого так получилось, что такие результаты, что такие крутые игроки в команде. Окей, а если брать именно вещи, связанные, с какой-то личной подготовкой, да, то есть как развивать свой скилл, то есть что, собственно, молодому игроку нужно делать с точки зрения там тренировок, с точки зрения там других каких-то, возможно, видов активности, чтобы, по твоему мнению, выйти на уровень, условно, тир-1, там, топ-1, возможно, даже. Я уверен, что стоит очень много гриндить, вообще много играть, 100%. Стараться развиваться не только в игре, но и в демках, быть коммуникативным по-любому. Не закрываться, не думать, что ты нереальный отец и все вокруг никто, а я всех тут по 30 кладу на фейсите. Но то, что на фейсите 30 ложишь, это ничего вообще не значит на самом деле. Это значит то, что ты перспективный. Но я думаю, что в первую очередь, мне кажется, нужно быть открытым, нормальным человеком, который даже если имеет мнение, то всегда готов не стоять на нем до конца, но его обсуждать. И вот молодым это, наверное, такой важный совет, чтобы делиться своим мнением. Тут 50 на 50, потому что я встретил в этом ставе такого игрока, как Мирик. Он довольно сложная личность, как я считаю. Но мне очень много времени понадобилось, чтобы научиться с ним нормально коммуницировать. Многие вещи, потому что он молодой, он их преподносит, по-своему. Вот. Но нужно уметь разделять от слов его идею, что он имеет в виду,
И я понял, что у него очень много здравых идей вообще. То, что вот это и есть вот этот момент, что молодые там подскажут, что они уже лучше, чем ты, короче. И его идеи, они реально очень крутые. То есть он может рассказать и их вообще там как-то даже высказать их криво, но если попытаться разобраться и довериться ему, то это реально так, как есть, как и говорит. И вот это одна из тех черт даже, да, что ты можешь быть тяжелым человеком, но все равно нужно, ну, я не знаю, как, нужно по-любому быть коммуникативным и как-то уметь находить общий язык с людьми вокруг. Можно быть как Даня просто супер добрым, там, рейджить на себя, но не винить там, ну, тиммейтов и прочее, но быть там всегда заряженным. Можно быть как Мирик, но 100% вам нужно много уделять времени игре, много стараться обучаться у людей. И еще один фактор, я думаю, что нужны люди с опытом. Когда вы пойдете играть в команду, вам нужно постоянно, чтобы был какой-то чел опытный. К чему это говорю? Потому что есть много игроков, которые играют много лет, но я не считаю, что они являются опытными именно в знании того, что нужно делать. Есть молодые игроки, допустим, вот пример, это, ну, раньше, сейчас они уже опытные. Это вот раньше был Джейм, там, Кикерт, их Стактон, Бустер. Они были молодыми, но они выглядели как будто уже опытные. К ним пришел Даур и жестко их, как я думаю, ну, бустанул. Я не знаю, что было там у них, нейтрянг и прочее. И таких примеров много. Там у Нави люди приходили в команду, у них был Зевс, там, Эдвард. Да, может быть, эти люди и не скилловые были, но все равно какой-то опыт они передавали. И, в принципе, большинство команд, если смотреть, работает такая схема, что молодой должен приходить, ну, не должен, а приходит к какому-то более опытному чуваку. И даже если опытный чувак там не очень, но он шарит, то этот молодой впитает от него все, а потом старый уже уйдет. Типа это. И вот я думаю, это последний фактор. Если играть где-то, людям подниматься, то стараться как-то попадать в стаки, либо в команды, где есть опытный, либо это будет тренер супер шарящий, таких, конечно, мало, ну, это факт, типа. Но либо будет какой-то игрок, который передаст свой опыт. Вот в чем вот этот опыт, который как раз-таки там, условно, молодые игроки могли подчеркнуть, и чем вот эти опытные игроки конкретно должны поделиться? Мне кажется, один из факторов игры будет показатель, если человек играет более гибко, допустим, если из опытных. То есть более гибко, как-то умом старается играть. Не Разнообразно. просто, да, не просто там подраться, типа подуэлиться там и прочее, а как-то переиграть, где-то не всегда выйти на первый килл, там, опрометчивание, всегда делать обычные прямые мувы. Это сложно объяснить, но таких игроков много на самом деле. И, не знаю, вот идеальный пример такого игрока, наверное, один из — это Apex, да, как бы там его, или Керриган, как бы многие ничего не говорили, но эти люди, когда они в форме, они делают на карте очень много мувов, не связанных со стрельбой вообще. Эти мувы и есть, наверное, какой-то опыт. То есть человек может взять на себя инициативу и прочее. По игре можно так определить, постараться. Что еще есть опыт? Ну, из того, что я много уже играю, и, допустим, я могу говорить только про СНГ, я потому что вообще никак не связан с ЕУ сценой и прочее. И в СНГ очень много игроков было, которые ты понимаешь, что они выполняют свою функцию просто. Есть отцы, типа в командах всегда, их сразу видно. Они могут даже не стреливать, но они отцы просто. А есть люди, которые выполняют свою функцию, и ты знаешь, что он не будет дальше играть. Хорошо. Я там примерно понимаю, но как это понять молодым, не знаю. А объяснить это тоже сложно, честно. Ну, они могут с тобой посоветоваться. Может и, быть. Там, тебе нужно рейтинг свой создать, какой-то отцовости там сверху вниз. Мне кажется, это будет полезно. А ты упомянул про то, что тебе было сложно с Мириком работать, то есть вот на первых порах. И как раз я хотел уточнить, а в чем именно сложность была? То есть если ты говоришь, что у него там здравые идеи, там какие-то очень полезные там вещи он предлагает, а сложность в чем конкретно? Тут очень много процентов, так сказать. Если раскинуть этот вопрос на проценты, там очень много, и все это когда стакается в кучу. Короче, как это объяснить? Допустим, я играю с молодым типом, которому, допустим, 18 лет, и он еще ничего нигде не выигрывал, но он на супер уверенном говорит, что это работает вот так. И моменты такие, что сейчас из-за того, что я считаю, что он довольно сильно апнулся, его слова, допустим, работают так, допустим, что 70/30, допустим. 70 — это так, как он есть, 30 — нет. Но в то время, когда мы начинали, это либо 50/50, либо вообще там, ну, либо вкусовщина полная. Я, в принципе, играл в КС в начале его роли. И я понимаю, о чем он говорит. Примерно.
Я, наверное, даже так же примерно колил, когда играл там в Веге и прочее. И исходя из этого опыта, ну, какого-то хотя бы, я понимаю, что то, что он говорит, где-то 40/60, 40 за его сторону, где-то 50/50. Исходя из того, как мы друг с другом общаемся, из того, что я не умею общаться с людьми, как это объяснить? Ну, короче, я быстро взгораю, типа. И это то, что постоянно учиться, ну, учусь. И все это, когда стаклось, мне очень было тяжело с ним. Вот, допустим, Даня, он мне говорил какие-то моменты, и я либо понимал, что, ну, ничего не сказать, ну, типа, ну, окей, все окей, типа, так и есть. Либо он там говорит, и я понимаю, что, ну, такие моменты, на которые я точно знаю ответы, что он говорит. А с Мириком он еще очень дотошный парень, именно дотошный в плане того, что ему действительно важно все знать. Он хочет все знать. С этими людьми, с кем я сейчас играю, я более учусь объяснять, как я вижу. Потому что раньше это все было либо Серега, либо там раньше мы играли Коля, и я был игроком, ну, тем, кто... У меня очень много моментов просто потому, что как я вижу, типа, я не могу объяснить это, никому никогда не смогу объяснить. Есть тайминг, там, момент. И Мирослав, наверное, один из тех, из-за кого я начал реально думать, как надо, ну, объяснять, типа, стараться, хотя бы что-то. Насколько тебе вот весь этот процесс вообще легко дается? То есть вот процесс взаимодействия с тиммейтами, ну, в первую очередь, как с позиции капитана. Ты перечислил ребят, вот, Да. с кем попроще, с кем Ну, полегче, и в целом как это? Тут смотря какие составы, на самом деле. Допустим, когда состав был Роберт Паша, Игорь, допустим, или даже Абдул, было все супер просто, потому что таких людей, как Мирик, я встречал мало. Это, возможно, будет что-то похоже на Колю Мира, но они чуть разные. Но стиль общения, если бы я умел общаться, как сейчас, допустим, и в то время перевестись на Колю Мира, мне было бы с ним в разы проще работать, как игроки друг с другом. Вот. И поэтому с теми людьми все было более, ну, проще в разы, потому что люди всегда готовы, они даже могут не задавать те вопросы, и не факт, что я даже всегда буду прав. Но в большинство случаев они будут делать так, как говорит Серега или я, и это все равно будет приносить свои результаты. С этим сейчас составом, который есть, мне очень, ну, не очень, но мне комфортно, потому что, во-первых, добавился Диман, который вообще, не знаю, он очень мне сильно помог. Не могу сказать, чтобы там ничего не сгладить, там прочее, но с ним очень, не то что комфортно, но я с ним могу всегда найти, ну, компромисс. По любому вопросу. То есть, я не знаю, я готов делать все, что он может сказать, но если я вижу, что не так, я говорю, он такой, ну да, давай, нет, типа, его не будем. Давай попробуем, как ты. Не знаю, мы с ним, ну, нормально, типа так, нашли контакт, так сказать. Вот. А именно когда был состав с Артемом и Мириком, то было тяжело, потому что, ну, во-первых, у тебя когда нет результатов, и ты хочешь проходить путь, который ты проходил уже 3-4 раза. Получается, что ты много раз делаешь один и тот же путь, но ты не умеешь его нормально делать, грубо говоря. Но, наверное, один из факторов, что Мирослав, наверное, научил более-менее объяснять, и стало попроще, так сказать. То есть он добавил моменты, которые нормально. Но тогда с тем составом, когда был Артем, было тяжело мне, типа так скажу. А какие еще вот с твоей точки зрения у капитана могут быть сложности в команде? Вот помимо там иногда вот проблем с коммуникацией, с каким-то несоответствием там, реальности и ожиданий. Какие вот еще ты видишь вот прям сложности такие капитанские? Я думаю, самые большие сложности у капитанов могут быть, если у них разногласия с командой или с тренером по видению игры, и нету такого, что у тебя люди в одно, ну, все видят в одно. Если у тебя люди видят разные во всей ситуации и хотят делать, кто-то хочет сделать по-своему, кто-то хочет делать по-своему, то начинаются самые большие, ну, это мое мнение, это начинаются самые большие проблемы. Ну, я с такое проходил, когда люди хотели делать все по-разному. Я сам не знал, что я именно хочу, наверное, как там капитан или игрок. И один из тех факторов вообще, почему, как мне кажется, моя карьера она стала все равно получше, чем была раньше, точно. И это один из факторов, то, что я начал работать с Серегой. Потому что он пришел такой, у нас, я помню, был, когда мы начали собирать тот состав, мы с ним приехали, типа, общаться, типа, по поводу команды. Он такой, как ты видишь ИКС? Я говорю, да мне, говорю, без разницы. Я готов и так играть. Он такой, я буду строить ИКС. Такой, заебись, давай строй. Типа, я готов, делай.
типа, и все. И это, наверное, один из тех факторов, который самый большой, типа, я не знаю. Он очень много уже доказал, что он нереально видит КС вообще. И если у нас есть с ним какие-то разногласия, нет такого, что кто-то передавливает кого-то, и кто-то там начинает там, нет, мы будем играть, как я, или нет. То есть, если в момент матча там он говорит, нет, мы будем делать, как я говорю окей, гоу, типа. Я готов, типа, играть, как он говорит. Если у меня есть свое мнение, я не думаю о нем во время игры, почему мы делаем так. Я готов доиграть фулл, как он думает. Или во время игры, если что-то идет не так, я заколю что-то свое. Но после игры, если у меня будут вопросы, я просто ему скажу, типа, что я думаю. Это максимум, какие могут быть сложности у капитана, мое мнение. Потому что всему остальному, мне кажется, это навык. Можно научиться. Слушай, Лёня, вот как раз говоря про навыки, вот это доверие, которое, ну вот по сути то, о чем ты говоришь, вот по отношению к Сереге, на твой взгляд, это у тебя всегда было или это вот какое-то именно приобретенное качество твое? Наверное, это момент, который со временем произошел, потому что была какая-то неудача с старым составом Spirit. Не могу сказать, что был момент, где там... Ну да, были разногласия с Колей. Я думаю, если подвести, то после работы с Колей произошло какое-то понимание немного. И я считаю, что просто мне, наверное, повезло, что появился Серега. Потому что у меня был один пример хорошего тренера, но появился другой тренер, который улучшил Колю. То есть у него есть моменты Коляна, но есть также и дальше, ну, улучшения уже в некоторых моментах. Вот, и поэтому, наверное, из-за того, что я сразу был опыт после Коли, я получил то же самое и как Колю тренера, но еще более увлеченного, более разбирающегося в КСе. И это все стакнулось. Вот и все. И как раз это повлияло на твое Я доверие? думаю, да. Думаю, по-любому. Ну и плюс, типа, аутов я и особо не видел, потому что у меня такое было большое, наверное, падение в КС в то время. Я подумал, да просто go делать и все. Типа, ну, посмотрим, как будет. И все нормально было. Ты упомянул момент, то, что в каких-то ситуациях ты быстро сгораешь. То есть, когда вот что-то происходит, там, ну, я не знаю, во время официальных ли матчей, или там во время праков каких-то, там, возможно, во время обсуждений каких-то там общекомандных. Как ты считаешь, импрувнулся ли ты вот в этом моменте там с точки зрения самоконтроля, саморегуляции? То есть по-другому ли проходят вот эти моменты твои, вот когда ты там подгораешь из-за чего-то? Ну, плюс-минус, я уверен, что получился импрув точно со временем, потому что, как минимум, появляется больше ответов в голове, что делать вообще, и как это, зачем, почему. Плюс, я думаю, опять же, люди, которые вокруг, именно в этой команде сейчас, получается, что если что-то даже у меня может не идти, они могут выручать. Если я могу там как-то поплыть и прочее, то люди могут доиграть, а я, как мне кажется, от себя типа стараюсь сделать максимум, что могу в этой ситуации уже сделать просто, и все. Мне кажется, как обычно в кейсе, у тебя может человек выпасть, типа, и команда, хочешь не хочешь, должна, типа, ну, не должна, она, если это нормальная команда, она друга замещает. В идеале, чтобы человек, который выпал, он в этот момент, он понял, что ему пытаются помочь. На эту помощь он должен откликнуться не... Ну, короче, он должен зажечься. И вот это самый хороший момент, что в игре здесь с этими людьми я могу выпасть там на 2-3 раунда, но я стараюсь играть так, чтобы, ну, короче, все было окей, так сказать. Без суеты, грубо говоря. И то же самое с колами, может быть. И когда люди тебе протягивают руку, это либо клатч, там, либо просто раскол за тебя, просто нужно сделать нормально все. И если все происходит гуччи, то ты возвращаешься в игру. Раньше было такое, что я мог типа full в тил сесть, допустим, да? Это, конечно, бывает такое. Но в этой команде вот таких моментов я не с уверенностью скажу, что такого не было, чтобы я сел full тилт матч, например, да? Нет, типа никогда не было такого. То есть это значит вырос. Ну, ты сейчас говоришь про, опять-таки, ну, то, что команда в какой-то степени вот там тебя поддерживает, и за счет этого там ты, возможно, там и свои какие-то ментальные качества лучше проявляешь. А вот если мы все-таки попробуем немножко вот, скорее, просто больше сосредоточиться на тебе и на каких-то, не знаю, твоих качествах, вот, которые, возможно, развились, усилились вот на протяжении
твоей карьеры до текущего момента, вот какие бы моменты ты бы подчеркнул? То есть вот в чем ты прям стал жестче, сильнее, круче, умнее там? Мне кажется, больше начал доверять людям. И раз таки это все моменты и происходят, они складываются, вот это сгорание, несгорание, тилт и прочее. Когда ты больше людям доверяешь, то в разы проще становится. В кейсе у тебя, как я думаю, есть full супер форма, да? Есть типа средняя форма и есть, грубо говоря, супер слабая форма. Вот задача у меня это чтобы не было слабой формы. То есть я могу быть не в пике, но мне нужно быть всегда в средней форме, чтобы я выполнял свои нормальные задачи. Моя задача это там колить. Что бы ни происходило, я всегда должен играть в среднюю, то есть игру, в идеале. Да, могу какой-то чем поиграть в супер форме, в какой-то чем чуть-чуть хуже, чем норма, но в идеале должен играть норму. Это типа, если так разобрать. И если смотреть на это, с такого угла на КС, то раньше команды я не мог, опять же, не было такого понимания, возможно, тоже, но я считал, что я не могу играть, выиграть кого-то, если я буду играть в средней форме. Я должен играть лучше в средней форме, как минимум. То есть я должен колить лучше, там, лучше сделать что-то. И, скорее всего, это, конечно, вело тоже к ошибкам, потому что ты не можешь делать больше, чем ты должен делать на самом деле, если так брать. Когда играешь в этой команде, таких мыслей, в принципе, даже нету. И то есть я понимаю, что, как минимум, я просто должен делать свою работу, грубо говоря. И как раз-таки эти все ситуации могут быть с какими-то рейджами, тилтами. Это все уходит вообще на второй план, потому что неважно, типа, что я думаю на самом деле. Мне главное просто доиграть эту там карту, типа, и стараться сделать, что я могу. Стараться не руинить карту, допустим. То есть я как игрок вообще могу уйти на супер. Могу кинуть авик, взять дигл без армора, допустим, или фулл гранаты. Мне ничего не надо делать. Типа, мне стараться нужно не испортить и по сути. Но моменты, когда я должен на себя взять игру, я должен это делать, типа. То есть это очень такая тонкая грань, но это факт, типа. Так, в принципе, и устроена команда, то, что я может быть, full саппорт, но где-то я могу взять на себя игру. Но особенно если игра не идет, раньше я бы старался идти, как сказать, как баран, типа, и улучшить, думать. Точнее, вот сейчас я его не убил, сейчас я его убью точно. Сейчас не убил, накинь флешку, я его точно убью. Сейчас, типа, я буду думать, да пофигу, типа, если надо, я отправлю Даню, допустим. Надо, я скажу, Диман, иди за контроль, я пойду карту там. То есть именно зону. исходя из идеи, да, не из того, что там эго и так далее. Вот о том, что я говорю, если об этом так подумать, то все эти ситуации с рейджами и прочее, это все нивелируется вообще, потому что, мне просто надо делать то, что свою работу и все. Слушай, Лень, а вот это отношение к тому, вот, какой объем работы ты должен совершать, уровень доверия, который ты проявляешь к тиммейтам, вот эти вещи, они сами собой у тебя усилились, улучшились, или ты прям целенаправленно вот их для себя подчеркивал, что вот я на этом хочу сделать акцент и там каким-то образом работал над ними? Я думаю, что одна из идей, которая приходила в мою голову, где-то полгода назад, наверное, одна из идей, это все-таки то, что как ни крути, но в подходе к колерству меня иногда должно быть меньше, на самом деле. Очень много я раньше колил в микре людям вещи, которые я не могу колить им, в принципе, вообще. Из-за того, что они могли не понимать что-либо, либо я думал, что они не понимают. Не знаю, тут никто не знает, как это есть. Из-за того, что у меня такая привычка выработалась, когда я сейчас играю с сильными игроками, я понимаю, что если я делаю так же колю, то я им больше мешаю, чем они играют. То есть они не делают ни свою идею и не мою, потому что они уже упустили идею, когда нужно было это сделать на самом деле, когда я это сам увидел, допустим, на карте. И это один из тех моментов, над которым я, наверное, только над этим работал. Постараться как-то лучше доверять людям внутри карты. А приобретено ли оно или со временем или нет, не знаю. Наверное, опять же, это пришло исходя из того, с какими людьми играю в КС. Вот, я больше не могу никак сказать, типа. А какие ты для себя видишь новые какие-то горизонты именно своего личного индивидуального развития, как игрока, как капитана, как, возможно, человека? Вот, есть ли у тебя какие-то конкретные задачи
Или ты больше планируешь, скажем так, развиваться именно за счет вот гринда, с которого вот ты, ну, сказал, вот, с которым мы начали с тобой беседу? Да, наверное, мне кажется, нужно гриндить дальше просто. Но гриндить не в плане там стрелять в фейсит. Нет, вообще разнообразно развиваться в КС и быть увлеченным КСом. Это самое главное, что я могу делать. А если говорить какие-то еще развития, то, конечно, смотреть на то, что происходит в команде и стараться это фиксить просто. Такой момент, что мне просто нужно работать, быть собой и быть честным со всеми вокруг. То есть, типа, если я что-то вижу не так, я должен об этом говорить. Если а, мне что-то не нравится, я должен говорить. Если нравится, должен говорить. То есть, по сути, я должен все говорить и собирать вокруг, ну, не вокруг, а фидбэк. И постоянно, чтобы мы работали о том, что мы друг другу говорим. И когда мы много говорим друг с другом обо всем в КСе, то все моменты эти, они решаются. То есть нет такого, что ты говоришь, и все это впустую там, или это не работает. Тот момент, когда ты понимаешь, что, во-первых, нужно работать над собой, это твои позиции, твои зоны на картах, твои колы там и прочее, да, и работать, в общем целом, над тем, то, что люди тебе говорят вокруг. Вот и все. То есть просто работать. Это может быть большой спектр, конечно, да, но если это все сузить, то просто работать надо, и все. Мгм. Ты упомянул по поводу сбора фидбэка какого-то, да, там по работе, по каким-то процессам. А если вот фидбэк, который ты получаешь, он негативный, ну, то есть буквально критика, как ты справляешься с критикой в свой адрес? Смотря какая критика. Ну, типа, иногда шучу в ответ. Ну, типа, а я не знаю, типа, тут смотря что. Для меня, типа, негативная критика — это если человек будет говорить неправильно свой посыл. То есть он будет там на повышенном тоне со мной разговаривать, или он будет мне как-то, ну, не знаю, просто как-то криво общаться, грубо говоря. То есть, типа, не знаю, на эмоциях будет общаться. Для меня это будет негативно. Но если он будет мне говорить любую вещь, связанную с КСом, я просто буду обсуждать. Это не будет негативно. Если мне любой человек с команды скажет, ты тут играешь там так, типа, я скажу, почему, или там, ну, давай, как думаешь, как надо сыграть? Типа. То есть это не будет негативной критикой. По сути, ее не существует. Негативная критика — это только подача плохая своих слов, и все. Вот. А все, что остальное мне говорят люди, я говорю, типа, окей, я вот делаю так, почему думаешь, надо делать так? Он мне скажет, я скажу, ну, да, пробуем, я скажу, нет, я так не могу делать, там, и я скажу им, почему не могу делать. И я все равно, мы сможем обсудить в любом случае. Это не будет негативным, это будет только в плюс мне, 100%. А если мы говорим про критику фанатскую, то есть не тиммейтов, а вот, ну, потенциальный какой-то хейт там от комьюнити, как ты с этим справляешься? Я не обращаю внимания. Мгм. Типа, на самом деле, люди ничего не знают вообще, как все работает. В большинстве своем случае, процентов, наверное, 90. А те, кто понимают, они никогда не будут тебе говорить ничего, потому что они тебя сделают сильнее. Все мы любим читать комментарии, когда идут победы и прочее. Но когда они идут, ты просто их не читаешь, все, грубо говоря, потому что ты ничего не услышишь полезного. Хороший лайфхак. Ну да. Для тебя сейчас Counter-Strike приносит удовольствие? То есть наслаждаешься ли ты лично игрой? Или для тебя это перешло в такую больше вот, ну, рутинную, такую обыденность и там особо эмоций как бы нет? Да не, на самом деле эмоций очень много. Типа, у меня был момент в прошлой команде, когда мне максимально КС не приносил удовольствия, никакого вообще. Но в этой команде, даже если мы там проигрываешь, да, там в 1/8 ты проиграл, там, ну, фейзам, или там маузам ты 0-3, но нет такого, что я такой, блин, все, я там волосы рвать на себе не буду играть, там, не хочу, я не кайфую. Не, на самом деле, не знаю, как раз таки, опять же, мне кажется, что люди, с кем я играю вокруг, они сильно мотивируют вообще. Вообще, не то, что даже играю, вообще организация, Team Spirit, там, прочее. Ну, короче, много людей вокруг тебя мотивируют, и ты просто как губка все это впитываешься и кайфуешь. Но, опять же, это не всегда так было, на самом деле. Когда у тебя нет никаких результатов, ничего, то играть не совсем приятно вообще. То есть, а здесь плюс-минус ты понимаешь, как это работает, и с кайфом играешь. Особенно на турнирах где-то выходить в плей-офф, играть супер офигенно, не знаю, очень круто, мне очень нравится. Какой для тебя наиболее яркий какой-то вот момент за твою карьеру? Вот можешь вспомнить вот что-то, что прям максимально вот впечаталось в твою память? Там, может быть, какой-то матч, может быть, какой-то там
конкретный турнир? Ну, точно впечаталось, когда мы выиграли первый минор с Литлом. Это было, ну, какое-то чудо, потому что... Первый мажор, да? Нет, это минор был, минор. Не, я типа. имею в виду проход на мажор. Да, да, но самое чудо было то, что как мы это сделали вообще. Хм. Мы проиграли команде Империя в верхней сетке, они вышли на мажор сразу. А мы пошли в нижнюю, нам еще нужно было играть, не помню с кем уже. По-моему, Стак, Арча, Димана Бандуры. Наверное, точно не помню. Короче, мы им проиграли, и мы просто пошли. Я еще, ну, молодой еще был. И вот мы сидели до 5 или до 6 утра, матч был в 11, как раз-таки за выход на минор. Сидели в лобби отеля, ну, понятно, что мы не общались там о чем-то высококультурном. Вот. Я ушел спать в 6, Толя ушел в 9. Мы пришли играть в следующий день. Вот это там был первый матч, и, наверное, второй сразу был, я не помню точно уже. В 6 утра или в 6 вечера? В 6 утра. А матч в 11 утра. Так. Я встал, пришел играть, и первая карта была 10-0. Нас выигрывали. Я думал, сидел. Зачем я сидел, типа, и там, вот, пил пиво там с пацанами до 6 утра, грубо говоря. Типа, вот у меня, типа, есть слот, а я вот этой фигней занимался. Ну, в итоге мы делаем 11-4, выигрываем 2-0, и потом просто на кураже выигрываем еще. Это один из факторов вообще, как выигрался тот минор. А второй фактор — это то, что когда вокруг у команд было по 150 что за неделю, грубо говоря, у нас было по 70 максимум. И это было какое-то, ну, я не знаю, типа, как это все произошло, это какое-то чудо просто для меня. То есть это то, что ты не заслуживаешь на самом деле, но ты выиграл. Как, не знаю. Может, ты заслуживаешь за счет какого-то таланта, может быть. Но судя по тому, что команда это сразу распалась на следующем турнире, наверное, ну, это какое-то чудо. Продвинулась нас дальше, там, меня, Толю. А второй момент, наверное, запоминающийся, это, скорее всего, вот победа в Катовице, не знаю, это первый тир-1 турнир на лане, который вообще мы выиграли, и я, типа, выиграл впервые что-то. Это очень круто, не знаю. Давай, Лень, начнем с козырей, короче. С козырей. Вот у нас с тобой закончилось вот этот большой блок Леонид, игрок, капитан. Теперь Леонид человек, личность. Ты попадаешь на необитаемый остров. Какие ты бы с собой взял 3 предмета обязательных? Топор. Так. Любые, Лен. Я знаю. Этот, какой-нибудь, знаешь, прям жесткий, не словарь даже, а учебник по английскому, прям в котором все было бы, знаешь. Вот я бы там уже точно не отвертелся, бы его выучил. То есть у меня бы аутов не было просто, ну вообще никаких. И предмет третий, я не знаю. Ну какие-то надо прям жесткие вот кроссовки брать, чтобы удобно было передвигаться по острову. Топор для чего? Топор для всего, Сань. Ну как иначе? Бриться, да, там, Ну да, дрова рубить. колбаску порезать, там, морковку, знаешь. Я понял. А как ты считаешь, вот на текущий момент есть ли у тебя какие-то недостатки, там, ну, не обязательно яркие там какие-то, но вот вообще вот что-то, что тебе в самом себе не нравится, ну, помимо английского языка, очевидно, и качества его знания, вот что-то, что, возможно, ты бы хотел изменить в себе на текущий момент? Ну, по-любому есть моменты такие, но я не уверен, что я буду их говорить вообще. Если с поверхностного, то более, наверное, лучше относиться к близким людям, ну, в плане даже то, что я делаю, стараться еще лучше. Через какую-то свою лень дефолтную, там, прочее. Все равно как-то больше со временем стараться времени уделять, потому что я, типа, очень мало общаюсь с людьми вообще. То есть вообще, кроме того, кто, там, допустим, супруга и команда, я ни с кем не общаюсь вообще. Ни родитель, никто почти. То есть это то, что я бы нужно, наверное, исправлять. Не уверен, стараться буду или нет, не знаю. Мне так комфортно, посмотрим. То есть я понимаю, что если есть уже идея в голове, то все равно это как-то прозреет дальше, по-любому. Пожалуй, да. Вот. Но вот это, наверное, да, к тому, что, за что можно, да, следиться, вот то, что я очень мало с людьми общаюсь вообще. Ну так, базовая лень там и прочее, это все, это как у всех людей, я не знаю. Все остальное бытовуха. Типа, работать много над чем. Но это один из тех факторов, которые я могу сказать. Ну, то, что могу озвучить. Ну, по поводу лени, опять-таки, с моей стороны, мне кажется, ты знаешь, как это преодолевать. Ну, плюс-минус. Это не то, что там какое-то непреодолимое препятствие в твоем случае. Слушай, Лень, есть что-то в твоей жизни, чего ты очень боишься?
что-то, чего бы там ты бы совсем не хотел, чтобы произошло? Ну, если кроме шуток, я клаустрофоб и боюсь змей. Ну, типа, это факт, типа. А я так, чего боюсь? Ну, есть моменты, они сильно личные, скорее всего. Так попробую скрыть. У меня есть большой пример человека-мужчины, и я бы не хотел быть как он в некоторых моментах. Но чем я старше становлюсь, я его лучше начинаю понимать. И это очень сложная тема, потому что ты со возрастом очень сильно начинаешь по-другому все с другой стороны начинаешь смотреть. И это то, с чем просто нужно жить и потихоньку думать об этом. Вот все. Это единственный, наверное, такой страх большой. Больше ничего нет. Быть похожим на вот этого Ну, человека. да. Ну, в Мгм. каких-то То моментах. есть обладать какими-то Да. чертами этого Да. человека. Мгм. Вот в этом контексте, раз уж вот ты тоже заговорил там про какие-то ролевые модели, да, есть ли люди, наоборот, черты которых тебе были бы интересны? То есть, возможно, в чем-то ты бы хотел быть похожим на этих людей. То есть вот что-то там, я не знаю, вот взять и украсть там какую-то черту человека, вот, которая там для тебя, ну, супер интересна. Да на самом деле, наверное, каждый человек вообще. Ну, с кем я общаюсь. У каждого человека есть свои фишки, которые ты смотришь на него и понимаешь, что он в этом батя. Вообще. Есть что-то вот какое-то вот лично для тебя там топ-1, там, я не знаю, топ-3 вот Не черт, уверен который ты вообще. прям вот хотел бы, блин, вот я хочу вот так. То есть нет какого-то прям Я супер просто вижу так, что если я человека более-менее знаю, ну, давно или близко, то у каждого человека есть то, что ты смотришь такой, блин, вот это он крутой. Я так не умею, типа. На самом деле, человек другой, этот человек, он не умеет, допустим, как я. Типа, это дефолтные люди, типа, ты думаешь, что круто, нужно быть как он, на самом деле, это вообще не так, нужно быть Мгм. собой просто. То есть ты восхищаешься, но при Ну да, я этом... просто вижу, что я уважаю его за то, что какой он, и все. Но я не хочу быть никем вообще. Зависти какой-то нет вот по Ну, этому вот это, поводу. кстати, один из тех моментов, который со временем пришел. Но это, наверное, не жизненные моменты, а именно даже вот опять же с игрой. Я завидовал, типа, людям вообще ну, много. А сейчас, типа, да, я не знаю, типа, да пофигу вообще. Типа, да, наверное, мне было пофигу, даже если бы я ничего не выиграл сейчас. Мне было без разницы, я мог бы даже не играть в КС, мне было без разницы. Типа, Как вот. думаешь, что изменилось? Потому что нужно ценить то, что ты имеешь, скорее всего, стараться уделять тому еще больше времени и чтобы решает только то, что возле тебя, и все. Ничего вокруг больше ничего не решает. Скорее всего, это если этому придерживаться, будет все вообще нормально. Был бы здесь Данек, сказал бы, ну ты Сигма. Леня, ты себя считаешь счастливым человеком? На этот вопрос нету ответа вообще, мне кажется. Потому что, конечно, ты счастливый, ну, типа, но почему? М, Это сложный вопрос. А если я спрошу, чувствуешь ли ты себя счастливым человеком? С временами иногда ты все вообще круто, иногда нет. Это, я не знаю, это просто жизнь, типа, знаешь. Вот реально, у меня вот переступило даже не 25, 26. Очень много вопросов в голове, на которые ты просто думаешь, и все. А как это? Счастливый, несчастливый? Ну, в принципе, можно сказать да, могу сказать нет. Я не знаю. Сегодня да, завтра Да, нет. ответа вообще нет. А вот на эти вопросы, которые начали возникать после 26, ты находишь ответы чаще или нет? В большинстве случаев да, Мгм. и иногда нет. Но, скорее всего, больше да, чем нет. А за счет чего на вот такие вопросы ты находишь ответы? То есть что тебе помогает? Ты, там, не знаю, просто размышляешь об этом, там, обращаешься, не знаю, к каким-то источникам, не знаю, там, какие-то видео, какие-то книги, там, общаешься с кем-то. Ну, книги прям редко. На самом деле книги вообще норм тема, потому что в последний момент тяжелая ситуация была недавно буквально. И в книгах, конечно, ты находишь прикольные ответы, вопросы. Я прочитал «Воспитание чувств» Флабера. На самом деле эта книга прикольная тем, что сколько шансов и прочее, и человек остается ни с чем вообще. Шансов во всех планах вообще. Очень интересная книга, она довольно небольшая, но нормально. Это по поводу книг. По поводу ответов, ну, я стараюсь задавать себе вопрос, чего вообще, почему, как, чего я как-то достиг, почему я думаю, что не так, там, и прочее. И это если сам с собой. А так, конечно, могу там с супругой еще поговорить, да, с Ларисой, и какие-то моменты обсудить. Но
Я очень мало вообще общаюсь. Ну, то, что касается меня самого, я не могу доверить никому вообще. Могу как-то там сейчас поговорить, но я стараюсь больше сам общаться, сам с собой. И Мгм. все. Насколько я понимаю, это для тебя достаточно продуктивно проходит вот подобные процессы. Не всегда, Сань. Мы с тобой оба знаем, что это не всегда вообще. Количество должно рано или поздно в качество переходить. Наверное? Несмотря на то, что, вот как ты сказал, там не очень общительный, да, там и кроме там команды, там, супруги особо ни с кем не общаешься, но тем не менее, представь, что ты можешь там пообедать, там, поужинать с любым человеком из ныне живущих, из когда-либо живущих и пообщаться с ним, то есть на любые интересующие тебя темы. С кем бы ты хотел вот провести таким образом время? Да, с родителями и с друзьями, и все. Один из тех моментов, это, наверное, плохо, но неинтересно, честно. Типа, я не знаю, я не интересуюсь, ну, вот этим, нет момента узнавания успеха или какого-то секрета у других людей. Не знаю, почему-то мне это не интересно. А почему именно вот с родителями, друзьями, с супругой? Ну, вот просто из-за того, что это легкий ответ, потому что я много провожу времени вне их. И если я могу, то просто с ними и все. Насколько для тебя вот этот момент критичный, то, что вот с людьми, с которыми ты бы хотел проводить больше времени, у тебя проводить времени не получается? Я думаю, то из-за того, что я меньше провожу времени с ними, это лучше для моей карьеры, 100%. Мгм. Потому что когда у меня были моменты общаться со всеми и прочее, карьера идет немного в сторону. Типа, и то, как сейчас я живу, это идеально. Мне идеально. Максимум, что может быть неудобно, это для моей супруги, потому что если происходят какие-то моменты с отпусками и прочее, конечно, она хочет куда-то отдохнуть, слетать и прочее, но я не всегда хочу вообще куда-то лететь, отдыхать и прочее. Мне съездить домой, типа, это самый, ну, нормальный отдых для меня, типа, и все. И не факт даже, что домой я поеду к родителям, я могу просто с друзьями поехать, типа, даже не видеться с родителями. И это единственный момент, который мне нужно, ну, уметь, типа, решать, и все. Спасибо Эпну за то, что мы находим компромиссы. То есть у нас есть там в этот отпуск давай там слетаем туда, в этот отпуск я поеду один, я хочу только быть вот так. И она меня поддерживает. И надеюсь, что делает это, ну, искренне, типа. Вот и Классно, все. класс. Ты упомянул как раз то, что вот вы там с Ларисой обсуждаете формат проведения отпуска и отдыха. А для тебя что в первую очередь является ключевым фактором для отдыха? То есть что тебя в первую очередь восстанавливает? Ну, смотря что, на самом деле, если говорить, опять же, так, повидать людей, которых не видел, что ты будешь там делать, неважно вообще. С возрастом ты уже не все можешь делать, что ты делал раньше, типа. Но, в общем, в целом, видеть людей, пообщаться, побыть, а потом идеально еще от такого отпуска еще немножко тоже отпуска небольшого, чтобы отдохнуть, там, сходить в зал, там, себя хотя бы в чувство привести, потому что иногда тяжело происходит все. И не важно, что там ты пьешь, не пьешь, а вообще. Ну, наверное, вот это самый большой формат. Просто повидать людей. Если же говорить о том, вообще там еще что такое отдых, то, допустим, просто если путешествие, да, там, съездить, посмотреть какую-то страну, посмотреть, как люди живут, что они делают, как там устроено, какие-то достопримечательности посмотреть. Такой тоже отдых нормальный. Ну и самый базовый для меня, то, что это если я, типа, хочу отдохнуть, я могу просто весь день лежать в кровати вообще. Ну, то есть, типа, если я знаю, что у меня 2 дня выходных, я никуда точно не полечу, то я готов просто, типа, лежать весь день и спать, типа, вообще. Ну, типа, ну все, типа, я просто отдыхаю. Это мой отдых. Мне только не хватает включить телевизор «Властелин колец», типа, и все. Который там просмотрен уже по 30 раз там каждый. Все должно миксоваться, наверное. Но это пока один из тех видов, чем я занимаюсь. Вот и всё. Мгм. Ну, то есть я так понимаю, что вот это вот переключение между работой и отдыхом у тебя происходит достаточно легко. То есть нет такого, не знаю, там то, что работа там твой отдых забирает, там как-то там мысли какие-то там по поводу КС, например, Не, я приходят. уже последние 2 года вообще всем говорю, ребят, я вот в отпуске вообще не пишите мне никто. Ну, типа, без шуток. Ну, если будет, ну, отпуск пройдет, мне кажется, это один из тех людей, который приедет пораньше начнет играть, пораньше начнет себя в форум проводить, потому что заходить, ну, набирать форум мне тяжелее, чем многим. Но, типа, я вообще не стараюсь не находиться за компьютером. То есть, если отдых, типа, да, и там неделя-две, я не буду вообще в КС заходить. А в доту?
Ну, в доту буду. Это с друзьями, там, знаешь, типа по фану. Ну, то есть я не буду использовать Counter-Strike. Я буду максимум читать новости какие-то, и все. Ну, то есть для меня в момент отпуска не существует КС. Но когда, типа, отдыхаешь, типа, ты начинаешь работать, вот и все. Ты можешь понимать, что так, ага, 3 недели, 2 я буду чилить. Ну, значит, на 3-ю мне уже надо приехать пораньше поиграть, потому что я уже много чилил, типа, вот и все. Так что как-то такой подход. Ну, звучит очень профессионально, на самом деле, что ты понимаешь свои там сильные стороны, слабые стороны, исходя из этого, ну, адаптируешь, собственно, свой режим под это все. Лень, вот, я тебе уже говорил, я этот вопрос задам. Я знаю, что у тебя есть право, ну, собственно, вождения грузовика. Как так вышло? То есть водил ли ты вообще, ну, грузовые машины? Ну, водил ли я в детстве водил. Только в детстве, наверное, до 14 лет максимум ездил на грузовиках с отцом. Типа, ну, это в плане, ты едешь на дачу, там, с трассы съехал. Просто там, рулишь, да? Нет, ты прям фул. Нормально Да, уже, да? фул едешь. Все, Нормально. детстве, давай, садись, езжай, типа. Все, ты едешь. Так получилось, потому что я сдавал на права, сдал их в 17 лет. Так. Пришел, и потом, типа, был момент, когда я уходил из дома, я не жил дома с родителями. И когда я вернулся на месяц буквально, мама мне сказала, что она делала там проверку в автошколе. И ей сказали, а ваш сын, это сын ваш, типа? Она, типа, просто помогла людям избежать большого штрафа. И она говорит, ей говорят, это ваш сын? Типа, она такая, ну да, говорит. О, так он, типа, не права сдавал у нас, типа, если хотите, я его запишу на сдачу к инспектору. Ну, там еще предыстория была, я забыл сказать. Меня отец отправил учиться на права Д-категории. Как бы я учился, но потом я ушел из дома, я не жил вообще. Я жил у друга, типа, и около полугода. И я как бы бросил все эти права и прочее. А потом, когда я там через какой-то момент вернулся, типа, я такой, типа, отец, ну, мама говорит, типа, ну, сходи, сдай, типа. А я был всего лишь на 2 учениях по вождению. Мне, типа, не нужно было сдавать тесты, потому что я сдавал буквально 8 месяцев назад на права. И тогда еще такой был закон, что не надо было сдавать. И все. Мне говорят, ну, у тебя есть 2 дня вождения, сходи поводи, типа. Ну, я, короче, пришел там вообще на супер стрессе. Меня посадили первым, я проехал, мне говорят, у тебя права, я говорю, все, спасибо. И я, типа, никогда не пользовался им больше вообще. Но я справился, ну, типа, это было жестко, потому что я 2 раза или 3 раза всего съездил на газоне, на большом. Но было прикольно, экспириенс лютый. Я забрал права и поехал жить отдельно потом, и все. А вот помимо Counter-Strike вообще вот, там, понятное дело, отдых, там, все дела, но есть ли какие-то вот еще такие, ну, важные интересы в твоей жизни, вот, ну, на которые ты в какой-то степени можешь переключиться вот от профессиональной деятельности? Ну, скорее всего, время просто проводить с супругой различным образом. Гулять, фильмы там, совместно рестораны и прочее. Спортзал, музыка, просто погулять. Ну и если есть какие-то там бани и прочее, то в баню всегда готов ездить вообще. Иногда еще редко, конечно, но можно поиграть в какие-то игры, ну, типа там футбол, там что-то такое тоже, если есть толпа. Я бы не пошел играть, как, знаешь, как в детстве, типа пришел во двор, о, можно с вами поиграть. Такого нет. Но если там какая-то всегда соберется толпа, задвиж, я типа, да, го поиграем, типа. Ну, такие какие-то базовые штуки. Кем ты в детстве хотел стать? Вот, ну, Футболистом? Мгм. То есть ты вот, собственно, я знаю, ты занимался футболом, ну, ходил в школу, то есть в то время ты прям целенаправленно шел к тому, чтобы стать футболистом? Или как? Ну, там Или это там просто... сложная история, которую мы тут с тобой не сможем обсудить вообще. Там очень сложная история. Я футболом в итоге позанимался в секции футбола полгода, а потом я играл лет 5 во дворовых всяких типа секциях, во дворах и прочее. Футбол мне хорошо получалось играть, так скажу, на местном уровне курганском. Но до лет 10, пока все дети. Потом я начал сидеть за компьютером, курить и прочие вещи, и вся физуха, она как бы, ну, понятно, что уходит. Вот и все. Как бы где-то примерно с 13 у меня уже не было мечты футболистом стать, в принципе. Но до этого момента хотел. А ты можешь рассказать о том, что произошло, собственно, в твоей вот этой футбольной карьере? То есть почему ты перестал ходить? Ну, если в 2 словах, ну, это просто еще я очень маленький был. Ну, типа, я пришел в свою группу, и, типа, я играл лучше всех вообще. Ну, типа, это так, как фильмы, знаешь, звучит. И чел меня поставил на ворота. Это решить мог, наверное, только отец, но он был занят своей работой.
и я бросил футбол там. Но я пошел играть в такие секции в Кургане, там это люди разных возрастов, то есть тебе 8, ты играешь с 15-летним чулом и прочее, и участвуешь в разных соревнованиях. И в такой футбол я играл 4 года, где ты там 9 лет играешь в нападении там против там, ну это такой, это курганский фан, грубо говоря, это назовем его прикольно. так, да. От этого ты едешь на различные чемпионаты, встречаешься с реальностью, где ты даже приезжаешь в 97-98 год, а против тебя выходит 95-й нападающий, и ты как бы бежишь за ним и понимаешь, что ты не можешь бежать. Ты можешь ему забить и обыграть его, но ты не можешь его догнать просто. И так я вот поиграл, наверное, года 4, а потом, ну, я понял, что, ну, это как бы, ну, все, ну, появился еще компьютер плюс дома впервые. И все, я пошел играть в КС. Ну, сначала в МРПГ много, а потом в КС. То есть не КС первым появился вот в твоей Не, я карьере? начал в КС играть, потому что увидел, как друг играет в компьютерных клубах. И мне нравится, в принципе, спортивная составляющая. Я видел, как люди начинают общаться друг с другом вообще. То, что они сидят впятером, это как футбол, типа, ты команда. И это мне сильно понравилось, и я этим загорелся. И начал, типа, из этого играть. У тебя результаты сразу появились, когда ты начал играть в Counter-Strike? Ну, то есть сразу ли ты в турнирах там в каких-то участвовал, там сразу ли начал побеждать своих? Ну, там, могу сказать так, друзей? что у меня не было команд никаких сильных, да и в Кургане так не был развит. Но за 2 года, за 2 или 3, 2 на 2 выиграл, ну, пару чемпов. Типа круто играл, наверное. Но, наверное, я думаю, если смотреть со временем, то это была просто жесткая стрельба, нету мозгов и прочее, но стрелял точно плотно. Просто в Кургане КС не развивался, и там другие правила КСа вообще были. Типа это был даже то, как раньше работал КС, это ты просто играешь в городе, просто играешь в клубе, забиваешь на форуме на 6 вечера до 9, на 3 часа 2 сетки. Приходишь в команду играть типа праки, на самом деле это не команда, просто микс, и просто охота поиграть на лане. А турнир это приходит 8 команд, из них 7 миксов, одна команда, но если посмотреть на какой-то уровень, это даже не команда. Ну, курганские команды в мое время ничего не могли выиграть ни в Челябинске, ни в Якатии, ни в Тюмени. Потому что люди не играли в КС, люди играли как фан. То есть Ну, это понятно. вот так все работало. Уровень, конечно, небольшой, вероятно, там был. Так, я думаю, мы уже подходим с тобой к концу. У меня еще пару вопросов таких есть для тебя. Лень, а какую суперспособность ты бы хотел иметь? Перемещаться во времени. Для чего? Не могу сказать. Понял. В прошлое или в будущее? Во все. Хорошо. Интересно. Есть ли что-то в твоей жизни, что бы ты хотел поменять? Вот я имею в виду весь период вот твоей жизни, вот что-то. Да, есть, конечно, многие моменты. Но это жизнь. И на самом деле, то, где я сейчас, все вообще супер. Вот и все. То есть, несмотря на какие-то моменты в жизни, Ну, конечно. на текущий момент Это всё классно. нормально вообще. Так, Лёнь, ну и завершающий вопрос. Может быть, ты хочешь вот что-то рассказать такое, о чем я тебя не спрашивал? Может быть, у тебя какой-то возник вопрос, вот который ты прям сидишь такой: Саня, спроси меня об этом, вот Да спроси нет, меня. на самом деле, сами мы нормально поболтали. Мне Все, тоже понравилось. что спрашивал, я ответил. А сам я ничего не расскажу никогда. Тебе понравилось, Лёнь? Мне супер понравилось, Сань. Мне тоже понравилось, Лёнь. Спасибо тебе огромное за нашу беседу. Я надеюсь, нашим зрителям тоже понравится. Надеемся? Всем счастливо.